Привет! Это расклад на отношения для вас. Я пока раскладываю, расскажу вам, как здесь все будет происходить. Выберите себе одну пару, слева или справа. А другая пара будут другие люди, которые могут влиять на ваши отношения. Например, если вы сомневаетесь, как к вам относятся родители его, это будет другая пара. Либо же друзья, семья сестры, семья брата, ваши родители как влияют. А может быть какой-то треугольник, четырехугольник есть. То есть любые другие люди. В астрологии очень важно другие люди. И вообще в картомантике, в тарологии. Поэтому влияние других пар на вашу пару. А также вам будет даваться совет картой посередине. Расклад будет очень интересный, он покажет правду о вашей жизни, откроет вам какие-то тайны, даже может вас удивить. То есть, чем больше мы имеем информации, чем больше мы знаем о себе, о партнерах, о других людях, тем лучше для нас. Да? Теперь век информации. Информация – это самое дорогое, что есть. Поэтому карты открывают вам информацию. Ну а сейчас начну трактовать постепенно. Я раньше расскажу левую пару, а потом правую. Что я вижу в левой паре? Независимо от того, выбрали здесь свою пару или других людей. Просто скажу, что вижу, а вы уже будете смотреть, как это с вами резонирует и подходит. В левой паре, там, где вы в пеньюаре, и он такой с обнаженным торсом, такая сексуальная, красивая пара, а у этой пары есть какая-то проблема. Проблема в личных отношениях, потому что есть лиса. То есть они перестали доверять друг другу, эти люди. Это может быть вы или те другие, вы поняли меня, да? Эта пара перестала доверять друг другу. Появились секреты. Причем секреты появились как-то незаметно, да, вошли по капельке в отношения. И эти секреты, они, знаете, как бы мешают, потому что когда мы чувствуем, партнер что-то не договаривает, скрывает, мы домысливаем. И это самое страшное, когда мы начинаем домысливать и додумывать. Поскольку очень важно знать, что у него, может быть, и ничего страшного нет в тайнах. Может быть, он продолжает вас любить и нормально. Может, он скрывает свое плохое самочувствие, или что он раздражен сам на себя, что он не верит в свои силы на работе. А поскольку мы видим секретность в его глазах, мы начинаем домысливать и нервничаем. Вот расклад покажет вам, что он может скрывать, вот этот мужчина с обнаженным торсом. Но медведь – это хорошая карта сексуальности, а рыба – это чувство. Я понимаю так, что он вас в любом случае любит, потому что медведь и рыба вместе означает, что он ваш мужчина. Там медведь – мощный мужчина, он вас любит. Рыба обожает, любит, заботится. А также это полнота его чувств. Он такой любвеобильный. Медведь и рыба вместе – любвеобильный мужчина. Вроде все хорошо, но он какие-то имеет свои внутренние комплексы, тайны. Скрывает ли он любовницу? Скорее всего, нет. Потому что здесь нет карт любовниц, нет карты развилка, змея. Так что, скорее всего, он скрывает что-то внутреннее, стресс. Может быть, он не хочет признаться, что у него там седина появилась, он стал старше. Может, ему секса уже не так много нужно, а просто обнять вас хочется, и он хочет, как бы не показаться смешным в ваших глазах. Что еще он может скрывать? Может скрывать, что он очень любит деньги и хотел бы больше зарабатывать, потому что рыба – это деньги. Может, он скрывает, что он зол на начальника. Медведь может проходить как начальник. И боится начальника, вполне возможно. Хочет спросить о том, чтобы мы больше платили. Он недоволен, может быть, финансами своими, да? Здесь начальник, если медведь проходит, и рыба финансы. Может, это он скрывает. Лиса тоже, что он ищет выход из какого-то положения финансового. То есть хочет больше заработать, может, работу по интернету ищет. Скрывает неуверенность в завтрашнем дне, потому что, может, не хочет вас пугать. Но эта неуверенность не означает, что он будет меньше получать. Нет. Скорее всего, это просто какой-то внутренний страх. Вы от него тоже что-то скрываете. Может, вы не удовлетворены в постели, потому что эта лиса тоже вас трактует как человека, который может не удовлетворен в постели. Может быть, вы сомневаетесь в его чувствах и скрываете от этого, чтобы он не подумал, что вы не уверены в себе женщина. Кстати, правильно делаете, когда не говорите ему, что не уверены в нем, потому что это не помогает отношениям.
Может быть, вы скрываете от него то, что вас не устраивает его финансовый поток. Он недостаточен, чтобы все необходимые вещи покупать на каждодневную жизнь. И это вы скрываете. Вы не хотели бы показаться в его глазах меркантильной, что вы как бы о деньгах думаете. Это, может быть, вы скрываете. Или вы как-то не удовлетворены, какие между вами финансы. Что-то есть такое, да, в этой паре. Если я смотрю другую пару, с другой стороны, если выбрали ее вы или это другие люди у вас, с правой стороны, где вы и он одеты, что он может скрывать? Карта всадник, карта корабль и башня. Ну, башня — это работа, корабль — перемены на работе. Может, он скрывает, что он ищет другую работу. Может, он скрывает, что он чем-то недоволен. Карта всадник говорит перемены. Он хотел бы перемен, может, между вами, может, он недоволен, как все развивается у вас. Может быть, он хотел бы, чтобы больше романтики было в жизни и меньше такой, знаете, буквальной, настойчивой обыденности. Вот карта башни здесь проходит как обыденность. А может быть, вы себя чувствуете с ним одинокой. Потому что башня, когда касается вас, вы чувствуете себя одинокой и смотрите тоже на других мужчин немножко и думаете, что, может, мне другого мужчину себе подыскать. Понимаете? То есть эта пара, вторая, с правой стороны, здесь, в общем-то, я не вижу, что что-то серьезное вы скрываете друг от друга. То есть это пара справа. Но перемен он и вы хотите. Перемен обязательно хотите. Сейчас я буду добавлять карты, чтобы больше немножко узнать, как левая пара влияет на правую пару. Такой сегодня фантастический абсолютно расклад. Он все покажет. Но с правой стороны, что мне понравилось, что, в общем-то, люди стремятся друг к другу с правой стороны. Да? Смотрите, вот между этими парами, в принципе, все нормально, потому что гармония карта. Если у вас треугольник, четырехугольник, ситуация не страшная, не опасная. Так сложилась судьба. Принимайте все как есть. Об этом карта сад. Но вы все-таки хотите узнать, докопаться до карты, да, до правды, вернее, извините. Потому что это дайс, вот эта карта, когда жребий судьбы, да, означает, что вы хотите все-таки докопаться до правды. И вам очень важно, чтобы открылась какая-то секретная истина, поскольку жребий судьбы о секретной истине. Может быть, вы подозреваете, что эти люди другие притворяются друзьями, а на самом деле они ищут какую-то выгоду, да, потому что жребий судьбы вместе с собакой. Может быть, это ваши друзья справа и слева. Девочки, кто что загадал. Но я вижу, что опасности нет ни от первой пары, ни от второй. Что, в принципе, даже если он нравится вам, другой еще мужчина, вы, например, замужем, еще один нравится, это все так должно было по судьбе идти. В этом ничего страшного нет. Если вы спрашиваете, изменяет ли вам мужчина с другой женщиной, я здесь не вижу этого. Потому что, в принципе, дружба здесь настоящая, более-менее нормальная, человеческая. Никаких препятствий у вас нет для того, чтобы волноваться. Да? Здесь нет оснований для волнений. Но хочу добавить немножко по правой паре. Вот мы добавили карту сад между этими двумя парами, да? И в правой паре действительно все как бы на поверхности лучше, чем у левой пары. У левой пары на поверхности леса, то есть люди, что-то где-то не доверяют друг другу, хотят проверить информацию. А люди справа, вот у них какой-то оптимизм как бы, да, в доме, если они живут вместе. Они как-то настроены более оптимистично. Может быть, эти люди еще вместе не живут с правой стороны, а только встречаются, потому что там карта всадник. Встречаются, хотят узнать друг друга немножко побольше, хотят, чтобы проявилась какая-то ситуация между ними. И романтические встречи, корабль и сад. Больше романтические встречи, чем у людей с левой стороны. С левой стороны я вижу больше уже чувства глубокие, давно люди вместе, и поэтому поселилось недоверие, да, потому что давно вместе. А с правой стороны все-таки я вижу здесь больше романтики. Либо недавно съехались, живут, те правосторонние, либо только встречаются пока не живут вместе. Карта башня говорит о том, что каждый из них может снимает отдельную квартиру или живут по отдельности. Может быть, кто-то еще и в родительском доме даже живет.
А карта башни здесь вместе с кораблем означает, что эта правая пара, у них будут какие-то перемены очень скоро. Может быть, у них будет рождение ребенка с правой стороны или внуков. Может быть, что-то произойдет, да, какие-то очень сильные перемены в жизни. Потому что всадник — карта перемен, корабль — карта перемен, и башня говорит, что их статус будет меняться у людей с правой стороны. Как-то все, будет начинаться двигаться, потому что всадник — это новости, это перемены, это вот что-то будет переставляться в их жизни. То ли они съедутся, вместе будут жить, то ли они поменяют даже место жительства, кстати, другую страну, может быть, потому что корабль и вместе с всадником — это далекий переезд, какой-то далекий переезд, связанный с работой, или же там семья у него, и вы туда переедете, правосторонние, да, люди, либо же вы решите к детям приехать, с ними жить. Вот какой-то очень серьезный переезд, перетрубация, полная жизненная перестановка с правой стороны. Ну, а вот центральные карты показывают, что если вы выбрали себя с одной стороны и других людей, их опасаться не стоит. Вы, может, не доверяете им, думаете, друзья они или враги. Я здесь врагов вообще не вижу. Так что если вы смотрели на негатив, посылают ли они вам негатив, хотят ли они вам навредить, ожидать ли от них подвоха, нет. Но вы все равно волнуетесь. Думаете о том, что, может быть, эти другие люди, завидуют вам, кстати, да. Может быть, вы чувствуете, что они посылают негатив, или в их присутствии вы теряете энергию. У вас уходит энергия, и вы думаете, что они виноваты. То есть от того, что вы с ними, общались, у вас уходит энергия. И вам кажется, что они этому виной. Но я, во-первых, скажу одно, что очень часто такое бывает, когда общаются парами, люди теряют энергию, потому что, знаете, есть вот этот дух соревнования, а как у них, а как у меня, чего они добили, чего я добилась, а может, у нее вот с мужем как-то ей больше повезло. И это нормально. Это не говорит о зависти или о том, что вы человек завистливый и так далее. Нет, это абсолютно конкретно нормально. Потому что наш лобный мозг человеческий, он привык сравнивать. Он сравнительный, критический мозг. И здоровый мозг — это тот, который сравнивает. Ну, конечно, нужно сюда добавлять духовности и знать, что это нормально, когда вы сравниваете, и не заморачиваться. А когда мы накручиваем себя и говорим, вот, что-то там такое происходит, нервничаем по карте Луна, тогда какие-то зарождаются сомнения, знаете, по поводу того, а может, они не друзья нам, а может быть, от них можно чего-то ожидать, или мужчина может вас ревновать к другому мужчине запросто, или вы можете ревновать своего мужчину к той другой женщине. Поэтому, когда пары встречаются, вот 4 человека, и это очень часто обыгрывается и в фильмах таких довольно знаменитых, да, в мире, и в книгах. Ну, почему? Потому что жизнь показана, да. Часто бывает так, что люди, когда 4 встречаются, какая-то динамика происходит, да. Поэтому я бы вам по этому раскладу рекомендовала, во-первых, не заморачиваться, не нервничать, а во-вторых, не нужно с ними заканчивать так отношения, с этой парой отдаляться, но и не сближайтесь особенно. Потому что между вами карта сад, а это не сближаться и не особенно входить друг к другу слишком в доверительные отношения. Ну, например, вот если это 4 человека, той женщине не очень-то рассказывайте, что у вас там происходит в спальне, подробности, конкретику вашей жизни с мужчиной вашим ни в коем случае. Современная дружба — это очень важно. Все-таки карта дружбы между вами — это и собака, и карта социума, сад. Это карта дружбы, хорошие карты. Они все двойные здесь, да, вот двойная дружба, например. Или же карта, кости, где бросаем, да, называется она по-всякому, по-разному, по-английски dice. Вместе с Луной говорит о том, что вы сомневаетесь и боитесь, что я вдруг лишнее что-то скажу, а вдруг он воспользуется какой-то информацией, а вдруг он мне навредит, да. И как бы бросайте жребий судьбы.
Эта карта, по-русски она часто переводится как «жребий судьбы». И это правда, кстати. Никто не отменял еще тайны между супругами или же партнерами. И то, что если доверите сильно подруге больше, чем любимому человеку, ничего хорошего не будет из этого. Знаете, бывает как. Встретились две пары, там мужчина выпивает, а женщины сплетничают. Это не современное общение. Этого должно быть меньше. А лучше вообще, чтобы не было. Потому что Луна указывает на опасное положение. Луна показывает на опасности. Когда какая-то информация просочится вот с пьяну или так, знаете, случайно, вылетит птичка. Как слово вылетело, все, его уже отменить нельзя. Поэтому вам советуется иметь такие поверхностные, шапочное знакомство, поверхностные отношения с другими людьми. По этому раскладу те, которых вы загадали. Такое своеобразное шапочное знакомство. Это когда, вот чтобы веселее было, мы собираемся с друзьями, да, например, вы идете с мужем в ресторан, с партнером, ну, ладно, уже много знаете друг о друге, там, немножко что-то сказали, вам скучновато. А если еще вторая пара появляется, как бы оживляется разговор, интереснее, веселее, да, а на пикник можно, в ресторан можно, ну вот поменьше домой в гости приглашайте, да, я бы сказала по этому раскладу. Именно тех людей, которых вы загадали, поменьше приглашайте домой. Если домой приглашаете, будьте осторожны. И нужно помнить самый главный закон дружбы. Самый главный закон дружбы – это не наш славянский, потому что мы хотим говорить там на такие темы личные, вот личное мнение высказывать там. А это не нужно. Это, во-первых, нервы поднимает и опасно. Дружба нужна, в принципе, людям не так, как мы думаем, славяне, да, мы думаем, что взаимовыручка. Вы знаете, это очень все сложно, потому что там нельзя подарить столько, сколько вам дадут назад. И там может быть какая-то злоба от этих людей со временем появиться, зависть, может быть, также появиться, вот я им столько дала, они мне столько. Ну, в общем, там сложно, драма целая. По эзотерике и алхимии я вам скажу просто, как я знаю. Дружба просто для того, чтобы веселее было, и все. Поверхностное знакомство всегда лучше, чем глубокое. И такая дружба между четырьмя, то есть две пары, она хороша, когда просто посмеялись, повеселились, и немножко такое, знаете, уважительно отдаленное, прохладненькое отношение к парам. Потому что может выйти что-то сложное. Карта Луна все-таки вышла, да, и если слишком близко людей к себе допустите, это опасно для вас. Потом уже вы этого друга начинаете бояться, потому что этот друг уже о вас знает очень много, больше, чем вы хотели бы, чтобы он знал, да. И такая дружба часто заканчивается, и она становится даже, может быть, и враждой, но опасно. В любом случае, то, что вы загадали, я вам даю ответ, то, что карты сказали, да, это все каналы карты читаю. Самое главное, немножко отдаленно, дружбу нужно держать, ничего не нужно менять, там нет негатива, от них не идет. Скорее всего, это собственная накрутка, которую никто не отменял. Мы себя сами накручиваем обычно, да. Но, тем не менее, чтобы слово не воробей, да, лишнее слово не выскочило, они нужны вам для того, чтобы просто было веселее. Вот и все. Говорить можно на общие темы, на такие, знаете, не особенно острые, что касается вот общего мнения там на одну или другую общественную тему, политическую, религиозную. Это опасно. Потому что это может привести к тому, что отчуждение произойдет на глубоком уровне, и тогда человек может вам навредить, даже не зная того сам. То есть он увидит, например, у вас религиозного врага, да, например, он так воспринимает христианство, а вы по-другому. Или же какой-то закон приняли в правительстве, он так воспринимает, а вы по-другому. И на самом деле кажется, ну ладно, поговорили, немножко горячий был разговор, разошлись по домам, но потом со временем отчуждение появляется. И этот человек, он внутри автоматически начинает там добавлять разные вещи, и причем это происходит без его ведома, подсознательно. И со временем он становится вашим врагом, со временем он уже хочет вам или же вот специально подножку поставить. И опять же автоматически, потому что он как бы почувствовал, что вы расходитесь во мнениях. И этот расклад четко говорит, да, встречайтесь, от них ничего особенного не идет. Но вот эти предостережения, все, которые я сказала, я, в общем, повторять их не буду, и так все понятно, да.
Нужно иметь в виду эти предостережения. Я не вижу там, что ваш мужчина интересуется той другой женщиной, не показал такой расклад. А также не показал расклад, что вами интересуется тот другой мужчина на том другом уровне. Может, он флиртует просто для приятного времяпровождения. И ваш, кстати, мужчина тоже может просто так флиртовать. Но это чувствовать себя опять юным, молодым, да, просто так, без лишней подоплеки. Просто держитесь вот на таком расстоянии, как я сказала, чтобы было интереснее, веселее с друг другом, чтобы расслабиться можно было, да, потому что когда мы говорим с друзьями на нейтральные темы, мы на самом деле свой мозг немножко расслабляем от своих собственных заморочек каждого дня. Как я уже говорила, здесь по правой паре что-то с деньгами может быть связано, по левой паре, извините. По правой паре может быть какой-то переезд намечается, или родители к ним приезжают, или дети. В общем, какая-то там перетрубация. И не особенно в деталях рассказывайте, если у вас какая-то перетрубация или у вас какие-то финансовые там проблемы всякие. А больше нейтрально, так весело, все, провели пару часов. Это, в общем-то, знаете, я знаю, что многие наши люди не любят это в западных, а в западных только так люди дружат. Да? Есть семья, там вот семью, там тоже люди здесь, они стараются осторожно, не трогать там семью особенно, не влазить в какие-то такие разговоры, которые опасные. А с друзьями встречаются просто, чтобы посмеяться, сказать о каких-то планах, там, куда мы поедем отдыхать, в общем, такую всякую ерунду поверхностную. И на самом деле это расслабляет голову и встречается с друзьями, чтобы просто отдохнуть. Но вот у нас по-другому у славян. Мы любим, чтобы глубоко там было, и вот это часто грузит нас. То есть мы нагружаемся на работе, нагружаемся в семье, а потом еще и с друзьями нагружаемся. Вот. И этот расклад четко показал, что если это ваша ситуация, он дал вам четкие советы. Девочки, вот такой раскладик, если было подозрение, что кто-то там имеет на вас виды или на вашего мужчину, этот расклад рассеял все ваши сомнения, если у друзей такое есть, да. Здесь не показано, что будет какая-то измена или еще что-то. Вот, и не бойтесь ничего, живите просто, да, как бы по жизни не нужно жизни бояться, а жизнью нужно жить. Вот такой раскладик. Дайте мне знать, или вам такие раскладики нравятся, потому что часто они решают эти внутренние такие проблемы, которые у нас есть. Разные мысли темные от нас отгоняют, и жизнь становится веселее и приятнее. Для вас поэтому работают здесь. Обожаю Ленорман. Приходите еще на Ленорман, и другие у меня, конечно, карты есть. Я обучаю Ленорман, кто не знает. У меня серьезные очень уроки. А если вы хотите прийти, получить совет касательно вашей ситуации, у меня очень много видео. Будем дружить, приходите. И подписка ничего не стоит, но это значит, что вы здесь родной на моем канале. Я работаю для вас с удовольствием. Поэтому подписывайтесь, у кого есть желание. Люблю вас очень, обнимаю вас, виртуально, конечно. И надеюсь, что мы с вами будем видеться скоро. Пока-пока.